Всем доброй ночи. Перед вами Отец Богов, Зевс. И сегодня мы будем говорить с вами об отцовском проклятии. Что такое проклятие отца и как может заблокировать, закрыть дороги человека? Какие могут быть последствия? Какая разница между проклятием матери и проклятием отца? Итак, давайте вспомним, что такое проклятие матери, немного освежим в памяти, а потом перейдем к теме проклятия отца. Дорогие друзья, мать, она есть Создатель ваш на этой земле. Через нее мы рождаемся в этот мир. Она фильтр. Мы проходим через этот фильтр и выходим в этот мир. Если фильтр испорченный и загрязненный, то наша защита, наша аура, наша жизнь будет испорченной, и наша судьба в том числе. Для того, чтобы подробнее узнать о проклятии матери, откройте ролик «Проклятие матери» и посмотрите. Но изначально давайте сравним. Проклятие матери бьет внутрь вас, ваше подсознание, вашу жизнь. Потому что мать Создатель. Она создала вас в этот мир. Да, боги вас создали через нее, но она создала, дала вам тело. И в это тело вселяется душа, и она рождает вас в этот мир. Для нас каждое слово нашей матери как дрессировка нашего подсознания. Когда мать говорит: да чтоб ты сдох, наше подсознание это принимает как команду. И нас будет жизнь вести к смерти любыми путями. Суицидные мысли, нежелание жить, желание уйти быстрее, навлечение на себя всякой беды и прочее, прочее. Это как команда для нашего сознания, которую мы получаем от своей матери. Умри, не живи. Она дала жизнь, она и отнимает. Когда мать говорит дочери: все равно у тебя не будет счастья, или ты обижаешь мать, или ты делаешь вот так вот против матери, все равно не будь тебе счастливой, все равно ты за это ответишь, все равно ты приползешь и прочее, прочее, обязательно дочь вернется. Ее семейная жизнь разрушится, она придет к матери, она приползет, правда. Когда мать говорит: куда бы ты ни шел, ты все равно ничего не достигнешь, это команда для нашего подсознания. Не достигай ничего и вернись обратно ко мне, принадлежи мне. Проклятие матери блокирует нашу судьбу изнутри, она бьет прямо в нас, в цель. Она закрывает все наши дороги. Она закрывает все наши внутренние потенциалы, не дает развиваться. И поэтому проклятие матери для нас это как внутренняя боль, внутренний вирус, который нас съедает и сводит нас в могилу или поганит нам жизнь, сокращает эту жизнь и прочее, прочее. Но проклятие отца, она действует совершенно по-другому. Отец, он заслуживает нашу любовь постепенно, своей заботой, своим трудолюбием, своим отношением к семье и к нас. Если мы маму любим просто так, потому что мы с ней одно целое, мы привязаны к ней. Она нас кормила грудью, она была рядом с нами. Младенец чувствует запах матери за много сотен метров. Маленькому ребенку сколько хочешь качай, сколько хочешь пытайся отвлечь внимание, все равно ребенок ищет, нюхает всех, чтобы обнюхать маму. Ребенок не перепутает маму ни с кем. И присутствие матери, когда она просто рядом сидит или положила руку на ребенка, уже успокаивает ребенка. А чужой человек может отвлекать ребенка
как угодно, все равно не получается успокоить ребенка, потому что даже маленький ребенок, который от роду несколько дней, чувствует маму. Мы мать любим просто потому, что она есть. А любовь отца, оно должно быть заслужено. Отец эту любовь заслуживает. Посмотрите в прайде львов, как происходит. Рождаются львята, и функция отца защищать прайд. Да? Добытчиком может являться и мать, но функция отца защищать прайд. На своем примере храбрости показать сыну, как нужно отстаивать свою семью, как нужно защищать свою семью. Отец заслуживает эту любовь. Проклятие отца не бьет по нашему подсознанию. Мы можем отмахнуться рукой, просто замахали, да иди ты, и пойти дальше. Проклятие отца не бьет по нашему подсознанию, внутреннему миру. Но проклятие отца бьет по внешнему миру. Знаете почему? Потому что отец есть проводник во внешний мир. На примере отца сыновья учатся, как нужно свою семью строить. На примере отца дочери учатся, какой должен быть муж. И даже если отец не устраивает их, даже если отец пьяница и такой-сякой, со временем подсознательно они ищут и находят именно такого мужа. Приводит подсознание именно к такому мужчине, потому что внутренняя жалость к отцу в детстве, желание помочь ему, желание исправить его, и понимая, что ты ничего не можешь сделать, вот эту роль они хотят исполнить, и они хотят пройти вот эти этапы во взрослой жизни. Они находят такого же мужа и пытаются его исправлять, как будто бы подсознательно свою вот эту вину компенсируя перед отцом, что тогда я был маленький, не мог ему запретить пить. Да, не могла, если это касается дочери. А вот сейчас я могу такого же, как свой отец, найти и исправить его, и вот как бы исправить свою вину перед своим отцом, что я не смогла повлиять на него. Дети всегда винят себя. Даже брошенные дети, они обвиняют себя. Им кажется, что они плохо себя вели, что они чем-то не так сделали, поэтому родители от них отказались. Представляете, в детской психологии вот это очень важное место занимает. Дети себя винят в том, что родители их предали. К сожалению. Итак, проклятие отца как проводник в наш внешний мир может заблокировать наши внешние все факторы жизни. То есть ребенок, проклятый отцом, постоянно будет иметь очень большие проблемы в обществе. Его внешний мир будет исковеркан. Общество будет вести его к погибели. Потому что вот его внешнее поле, которое связывает его с миром, да, с миром людей и так далее, оно будет закрыто, и оно будет против него. Снаружи это поле, понимаете? И это проклятие действует извне, но на твое поле. Твое восприятие по отношению к миру абсолютно меняется. Человек начинает думать: весь мир против меня. И вот это состояние «весь мир против меня», все плохие, все такие-сякие и так далее, приведет его к тому, что он будет полон ненависти, недоверия, он будет полон страха к этому миру, и значит, он ничего не достигнет. К проклятию отца относится и отрицание ребенка, и отказ от ребенка. Когда мужчины зачали ребенка и сбегают, они не принимают этого ребенка. Это точно такое же проклятие. Проклятие отца может быть и слова: «Мне сейчас не до ребенка, избавься, я не хочу ребенка, я не готов к этому», или «это твои проблемы, иди вон тебе деньги, иди делай аборт». Это тоже проклятие отца. Он как бы говорит: ты мне не нужен, зачем ты рождаешься, ты мне будешь мешать. И не нужен ты мне в этом мире. Не рождайся. Ты лишняя проблема. Что ж я натворил, накосячил и так далее. Мужчины, которые вот так себя ведут, потом надеяться на то, что Вселенная, Бог, не знаю, как они там, в кого верят, им поможет, они очень глупы. Потому что если ты отворачиваешься от своего единокровного, от своего ребенка, от своего творения ты отворачиваешься, судьба отвернется от тебя. Не может мужчина быть счастлив,
бросая своего ребенка, оставляя его голодным, оставляя его на произвол судьбы. Он не будет счастлив, он всю жизнь будет искать какой-то идеал, жениться, бросать, спиваться, в конце концов, в безвестности и вообще бесславии пропадет, и от него следа не останется. Отец, проклинающий своего ребенка и отказывающийся от него, сам проклинается, но он этого не понимает. Если человек проклят отцом, в его голове, его сознании ощущение, что весь мир против него. Потому что весь мир действительно против него. Начальник обманет, денег не заплатит, попадет в автокатастрофу, останется инвалидом, денег на еду не будет хватать. Все что угодно, все эти внешние факторы приведут его к гибели. Они ударяют, вот эти внешние факторы, по самым слабым точкам. Но если, например, человек решил заняться предпринимательством, обязательно у него все рухнет, и он останется в одних долгах. Потом он попытается это все как бы наверстать, у него опять рухнет. Друзья будут предавать, друзья будут делать гадости за спиной. Человек будет, по сути, изгоем, но уже не внутри себя он будет не уверен, а он будет не уверен во внешнем мире. Для него мир станет враждебным, потому что мир это именно то, что он видел через призму сознания своего отца. Вот какой был отец, как он показывал этот мир. Если отец был пьющий, приходил и на всех жаловался, всех материл, значит, мир жуткий, ужасный, страшный. И в этом мире невозможно жить, и все будет плохо, и все люди подлецы и так далее. У ребенка формируется это сознание. Потом, каким бы он ни был умным, начитанным и прочее, он все равно будет смотреть на этот мир сквозь вот эти детские воспоминания. Если проклят сын, то он очень невезучий человек. Он постоянно в какие-то катастрофы попадает, то в тюрьму, то в какие-то передряги попадает. Мир все время противостоит этому человеку. Он не может себя найти в этом мире. Если проклята дочь, то она будет выполнять функцию мужчины по жизни. Это женщина, которая будет носитель неудачи для любого мужчины. Как бы она ни хотела его любить, помогать. Любой мужчина, который с ней свяжется, он не сможет ничего сделать, как мужчина в этом мире. Потому что вот это заблокированное поле проклятого вот отцом дочери не дает ни одному мужчине ничего для нее сделать. Понимаете, мужской род отвернулся от нее. То есть любой мужчина, который любит ее, всеми силами старается что-то сделать, ничего у него не получается, рушится все. Вы видели, когда муж с женой, да, не могут никак найти общий язык, он делает, не получается, все у него плохо, в конце концов устали, разошлись. Он женится на другой, через некоторое время квартира появилась, машина появилась, и это, то. А та женщина, которая выходит замуж за очень такого состоятельного, хорошего человека, да, она может все разрушить за некоторое время. Посмотрите на известных людей. Ну, например, были такие примеры, да, с футболистами, когда он жил с одной женщиной, он был очень удачливый, мировой просто известностью, все у него было хорошо. Стоило ему бросить своих детей и женщину, бросить, отвернуться, жениться на другой. И он сразу стал проигрывать. Его команда стала проигрывать. Он стал неудачником. Все начали писать ему гадости. Все фанаты начали ему грозиться. Постепенно его доходы урезались. Женщина эта принесла с собой неудачу. И теперь он свои функции как мужчина, как отец семейства выполнить не может. Единственный выход у таких мужчин, чтобы женщина была добытчицей. Но для них это тяжело, они не могут с этим смиряться, что они были удачливые, сильные мужчины, и теперь они просто никто и ничто, и жена будет за них делать все, понимаете? Проклятая отцом дочь не создает свою семью. Обязательно семья разрушится, потому что муж начинает со скоростью света терять все, что он создал, и в итоге остается абсолютно никчемным человеком, может поддаваться там пьянкам и так далее, чтобы забыться, если он слабый. Если он сильный, он найдет в себе силы, разведется с ней и создаст семью с другой. А в итоге она останется опять одна.
То есть вот отцовское проклятие, оно идет долго. Материнское проклятие может ударить быстро. Может сразу ударить. Вот мать не пожелала добра там своей дочери или сказала: да ты еще наплачешься с ним, Господи, ты вернешься еще 10 раз ко мне и будешь уходить и приходить. Это не тот человек, я вас не благословляю. И сразу ударит, там в течение нескольких месяцев уже ударит, она будет уходить, приходить, ссоры, драки. Она, вот видишь, ты меня не слушала, а я была права. Не то, что она была права, она это пожелала, она спланировала, она дала просто четкую команду ее подсознанию. Не принимай этого мужчину, я не хочу за него тебя отдавать, и ты будешь приходить обратно. И это сразу видно, оно сразу срабатывает. А вот проклятие отца очень долго идет. Человек может вначале не заметить это, не понять. Но постепенно, чем взрослее он становится, тем сильнее это проклятие бьет его, понимаете? Сильнее и сильнее. И доходит уже до того, что человек просто, скажем так, становится добычей для социума. Этот человек уже становится добычей. Он что-то создает, у него это все забирают. Он что-то привносит в мир. Мир это не принимает. Если отец убежал, если отец отказался и сбежал, тем более у этого мужчины будет подсознание, что от всех трудностей, неудач надо убегать. Это даже не говорит о том, что, скажем, он на примере отца, да, вот генетически он такой же, как отец. Но у отца в роду могут быть очень хорошие мужчины. Он же не единственный такой подонок был. Там могли быть деды, прадеды, очень хорошие люди. Не обязательно, чтобы все были одинаковы, вот генетически передалось. Нет. До рождения ребенок чувствует, что он отвергнутый, что он не нужен отцовскому роду. И в нем, в подсознании, с каждой проблемой он будет убегать на примере своего отца. Даже не зная о своем отце, может быть, он всю жизнь даже не узнает, кто его отец и что, но он будет убегать с каждой проблемы, сразу убегать и прятаться, как страус, знаете, голову в песок. Это тоже влияние проклятия отца. Итак, люди, проклятые своим отцом, получают блокировку внешнего поля. То есть они слова отца могут не воспринять всерьез, его пожелания могут не воспринимать всерьез, его вот эти напрямые угрозы и проклятия могут не воспринимать всерьез. Но блокируется внешний мир. Мир становится враждебен человеку, потому что отец есть путеводитель во внешний мир. Папа показывает, через его спину и плечи мы видим мир. Он стоит впереди, ведет нас за руку. Каким он показывает этот мир, такой этот мир нам и кажется. Даже если мы себя потом перевоспитаем 100 раз, подсознательно мы видим мир таким, каким нас показал наш отец первые годы нашей жизни. Его поведение, его отношение к семье, его отрицание детей, его абсолютная безалаберность к своим детям, нежелание никак помогать, нежелание никак заботиться о тех, кого он привел в этот мир и создал. Ого, вот это да было. 18:47 полетело красное пятно. Интересные вещи творятся в датском королевстве. Ну да ладно. Это все блокирует внешнее поле человека. И со временем человек начинает понимать, что социум против него повернутый. Что он, что бы ни делал, все это рушится. Он становится неудачливым, неудачником он становится. Он постоянно натыкается на неудачи, на несвершение, на разрушение того, что он создал по новой. В жизни мужчины это вечный груз прежних ошибок отца. Это чувство вины за его поступки. Это страх перед миром, это страх перед людьми, это неуверенность в себе, это внутренний комплекс неполноценности. И очень много еще чего.
Для женщины это функция мужчины взять на себя. Мужской род относится враждебно к женщине. Многие мне когда пишут: ой, у меня венец безбрачия, мне уже раздражает это все. Я снимала ролики и сказала, что это на самом деле миф и выдумка. Но есть причина даже в отцовском проклятии из-за того, что женщина не может устроить свою личную жизнь, потому что мужской род против нее в лице ее отца. Если отец бросил в детстве и ушел, то есть презрел, то есть проклял, то есть оторвал от себя, отторгнул, значит, она всю жизнь с мужчинами будет отторгнута, понимаете? Всю жизнь будет отторгнута мужчинами. Мужчины будут пользоваться ею, мужчины будут унижать ее. Это не каждой женщине относится. Имеется в виду, что женщины-то разные, да, по социальному статусу. Есть женщины, которые всю жизнь уборщицами работали, и там какой-нибудь тракторист, который проходит мимо и вечно материт. Есть женщины, которые профессорши, извините меня. Не с каждой из них можно вот так мат-перематом разговаривать. Но, как бы там ни было, любой там статус социальный, все равно женщина будет добытчицей, а мужчина будет слабый. Мужчина будет многое терять, как только с ней сошелся. Он становится неудачником, потому что мужской род не позволяет этой женщине создать семью. Единственное спасение, чтобы она была добытчицей, а он сидел дома. Но не все мужчины согласны на эту роль, и в конце концов семья будет распадаться. Если материнское проклятие бьет подсознательно и планирует наши действия наперед, отцовское проклятие действует спокойно, медленно и со временем дает о себе знать, блокирует внешнее поле. Внешнее наше поле, видение мира, отношение социума к нам, отношение людей к нам, отношение близких людей к нам и так далее. То есть отцовское проклятие, оно действует по-другому. Но оно действует, и это может передастся и от отца к сыну, и от отца к дочери, и вестись по их линии всю жизнь, все время, пока кто-нибудь это проклятие не уберет. У меня на прежнем канале, ну и на каналах, архивах есть ритуал снять отцовское проклятие. Может быть, у других практиков своя методика, но я, по крайней мере, честно говоря, не нашла нигде такого, нормального, достойной работы, снятия проклятия отца. Но на основе именно функции отца был создан такой ритуал. Но для того, чтобы вы поняли и осознали, какое именно из этих проклятий у вас в жизни действует, бывает, что есть проклятие матери и отца. И такое есть случаи, есть не очень хорошие, очень нехорошие случаи такие бывают, когда у человека с двух сторон все заблокировано. Родители отказались, либо не воспитывали, либо игнорировали ребенка, либо он был лишний, не вовремя родился. Просто так заботились для внешнего, знаете, мира, показать, что они родители заботливы. На самом деле абсолютно ни во что не ставили душу этого ребенка, чувства этого ребенка. Значит, он проклят с двух сторон. И такие страшные случаи бывают. Просто в жизни, дорогие друзья, когда вы говорите, вот у меня, наверное, вот так вот, у меня вот с мужчинами не получается, у меня какой-то там венец и так далее. Очень может быть, что это и есть проклятие отца и отвернутый от вас мужской род. Поэтому у вас ни с кем ничего не получается. Это не всегда какое-то безбрачие виновато. Это может идти из вашего детства, глубокого детства, еще до вашего рождения. Отрицание отца и отторгание вас из своей жизни. А значит, изначально просто ваше поле блокируется, закрывается, и во внешнем мире вы не можете ничего достичь. У вас все время все рушится, вы становитесь просто банальными неудачниками во всех отношениях. Во всех отношениях. Хорошая работа, смели работу, закрыли работу, сократили. Все, вы в воздухе. Пожалуйста, проклятие отца. Внешний фактор вам не помогает мир. Мир к вам враждебен. Задумайтесь об этом. Всем удачи!